Сколько кликов у вас уходит, чтобы посчитать пропуски и медиану в SPSS? У меня один запуск. Сейчас покажу, как получить полный отчет с описательной статистикой и автоматически выгрузить все результаты сразу в готовую таблицу за 5 минут. Это видео для врачей, аспирантов и всех тех, кто хочет посчитать описательную статистику. Вы увидите, как за пару кликов получить детальную описательную статистику, график распределения и корреляции, предварительно проверить гипотезы и понять, какие методы анализа вам подходят. И самое главное, выгрузить цифры в виде готовой таблицы. В видео я работаю на открытом датасете, скачать его можно на Kaggle. Это база данных о пациентах с сахарным диабетом. Работать буду в Google Colab. Он доступен бесплатно и без VPN. Загружаю таблицу по диабету. Ссылка для быстрой загрузки этого датасета прописана в файле, который вы бесплатно можете получить в моем Telegram-боте. Ссылка на бота здесь по QR-коду или в описании профиля. Персональные данные пациентов сюда лучше не загружать. Для ваших собственных кейсов рекомендую локальную установку на ваш компьютер. Об этом я расскажу в конце видео. Теперь 2 строчки кода для получения отчета. Выполняем код, и через несколько минут появляется интерактивный отчет с полной описательной статистикой. Отчет можно сохранить в виде HTML-файла и делиться им с коллегами. Если данные обновились, просто подгрузите новую таблицу, снова запускаете 2 строчки кода, несколько секунд и готово. И все цифры еще одной строчкой кода можно выгрузить в таблицу Excel, которая полностью готова для раздела «Результаты» вашей статьи. Рассмотрим подробнее готовый отчет. На первом экране общая информация о данных. Видим размер выборки, объем пропусков и дубликатов. Интересно, что есть вкладка с оповещениями. Сейчас на ней указаны скоррелированные признаки, что упрощает предобработку данных перед построением регрессионных моделей. А также здесь указаны аномальные значения. Это избавляет от необходимости искать аномалии данных вручную. Дальше в отчете идет описание всех переменных. Для числовых признаков есть гистограмма, по которой сразу можем определить нормальность распределения. Рассмотрим на примере артериального давления. Мы видим среднее значение, максимум и минимум. Отдельно нам специально подсвечивают количество нулевых значений, чтобы мы обратили внимание. В гистограмме видим нормальное распределение, и понятно, что нулевое значение для этого показателя – это выброс. Нажимаем на кнопку «Больше», отдельно по каждому признаку. И видим всю описательную статистику. Медиана, квартили, стандартные отклонения и другие. Также во вкладках видим гистограмму, частоту всех значений и редких. На вкладку «Детали» мы можем нажать по каждому признаку, и описательная статистика также будет показана абсолютно для каждого признака. Для категориальных переменных, в нашем случае исход, где 0 – это отсутствие сахарного диабета, а 1 – наличие сахарного диабета, мы видим количество. Когда мы нажимаем на вкладку «Больше», мы видим частоты в процентах и другие типы визуализации, которые можно использовать в ваших публикациях. Дальше идет блок корреляции. Корреляции нужны, чтобы оценить возможные взаимосвязи признаков. Особенно это полезно перед построением моделей, чтобы быстро выявить мультиколлинеарность данных. Это тепловая карта, и чем более интенсивный цвет мы видим, тем сильнее корреляции. При этом синий цвет – это положительная корреляция, красный – отрицательная. Переходим в блоке корреляции на вкладку «Таблица» и видим числовые значения всех корреляций. Правда, они указаны без p-value. P-value при необходимости можно рассчитать самостоятельно.
Готовый отчет можно сохранить в HTML формате. Запускаем еще одну строчку кода, ждем, пока отчет сформируется и сохранится в папке проекта. Скачиваем отчет, и теперь этот отчет можем пересылать коллегам, они его будут видеть в интерактивном формате. Все кнопки также останутся кликабельными. И еще одной кнопкой выгружаем все цифры в одну таблицу в формате Excel. Пара секунд, таблица появилась, мы ее можем скачать, открываем. И эта таблица полностью готова для вставки в раздел «Результаты» вашей статьи. Показанный видеовариант полностью надежен. Все реализовано стандартными методами Python, и нет никакого ИИ, который может галлюцинировать и внести случайные ошибки. Ну и нужно ли объяснять, почему этот вариант более удобен, чем SPSS, где все нужно делать руками? Если хотите получить этот файл с кодом и подробную пошаговую инструкцию для работы в Colab, переходите в Telegram-бота и забирайте это бесплатно. Если вы заботитесь о безопасности ваших первичных данных, рекомендую локальную установку Python. В Telegram-боте вы найдете подробную инструкцию, как это сделать. И там же инструкция, как получить ваши результаты в виде Excel-таблицы для вашей публикации. Это просто и не требует навыков программирования. Все тайм-коды в описании. Лайк, подписка, колокольчик. Вопросы пишите в комментарии или в Telegram-канале. Переходим от рутинных кликов к воспроизводимой статистике.